Ну, что касается Минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, я считаю, что другой альтернативы просто нет. Ведь, повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президенту действующему он недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. По-другому не получится. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу моя, те, що він каже про Україну, що моя тут, мені кажеться, це вже перебор небольшой. Вчора, до речі, у вас після вечері ви там не сиділи, не відпочивали, тому що таке президент Росії говорить дуже серйозно. А щодо терпі, моя красавиця, ну, я в цілому вважаю, що Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация. Эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Мы, с одной стороны, слышим заявление о том, что Украина хочет выполнять. Нам все время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится. Я вже не пам'ятаю, хто підписав Мінські. Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но я точно знаю, кто их должен исполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались. И мы должны признаться, без нашей армии мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все. Все внешние партнеры, все внешние признали, а некоторые внутренние партнеры это не признают. Нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном, и в других регионах, близких нашим границам. Я считаю, что мир уже изменился, и поэтому война – это самое страшное, что может быть. Это самое страшное, что я как человек, как гражданин, как украинец могу себе представить, но, к сожалению, есть такая вероятность. Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить. У меня времени нет думать о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации. Просто призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать возможность эскалации. И я потом себе это не прощу. Для меня приоритет закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю. Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР.
а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе, если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время. Я глубоко вдячный Я благодарен Европейскому Союзу и лично председателю Шарлю Мишелю за политическую поддержку, дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию для выполнения ею Минских соглашений и деоккупации украинских территорий. Я убежден, что Европейский Совет под руководством президента господина Шарля Мишеля продемонстрирует жесткую позицию относительно агрессии против Украины. Вот так в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Вот поэтому, на мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет. Вопрос в том, когда. Это в значительной степени, повторяю еще раз, зависит от украинских сегодняшних властей. Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если мы не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Владимиром Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории. Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личный интерес. А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моетон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда. И единственное, то, чем они сейчас торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию. Они считают, что это чрезвычайно важная задача. Пока не удалось обеспечить прекращение огня. Украинцы погибают, но я бы хотел видеть свет впереди, а не просто в конце туннеля. Если бы все участники захотели прекратить эту войну, это можно было бы сделать завтра. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный. Потому что ведь ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию. Мы с вами повинні розуміти, Мы с вами должны понимать, что вопросы войны в Донбассе должны решаться только дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Нормандский формат – это переговоры на высшем уровне. И поэтому мы многого ждем от этой встречи. Очень серьезно готовимся к ней. Я хотел бы реальных результатов. Каждый день мы можем говорить о прекращении войны в Донбассе, возвращении наших территорий. Но хватит пустых разговоров. Нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю хотя бы о каких-то понятных сроках. То есть я хочу говорить о возвращении деоккупации Донбасса с более или менее четкими сроками. Вы понимаете, ведь он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Но он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать. Вот. Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним. That's all. Thanks for your attention. Subscribe to the channel and keep up to date with the latest news from Russia. Good luck.